Так, приветствую, друзья! Сегодня будет достаточно простое видео. Расскажу вам об вот этой светящейся коробочке. Это не что иное, как дом для нового лазерного гравера, самый большой и мощный гравер, который был у меня на канале. А прячется здесь никто иной, как Sculpfun S70 MAX. Габариты у этого товарища весьма внушительные. Рабочее поле здесь 800 на 800 миллиметров, а сам размер получается стола где-то метр на метр 10. И при таких габаритах он не помещался ни на один мой рабочий стол. Можно было, конечно, гравировать и вырезать на полу, но с такой мощностью, мощность здесь, кстати, 70 ватт, оптическая мощность лазерного модуля 70 ватт, и с такой мощностью дыма он дает прям очень и очень много. Вот, пришлось срочно придумывать какую-то конструкцию, буквально из подручных материалов. Сколотил вот такой вот короб. Как видите, тут все пошло в дело, буквально все, что я смог найти в гараже, и обрезки старого ДСП, и какой-то вот разобранный шкаф был. Даже пришлось пожертвовать куском поликарбоната, сказали мне докупить перед дачным сезоном. Вот, установил сюда мощный кулер. Кулер работает у меня от аккумулятора типа Makita. Вот на 9 ампер у меня есть аккумулятор, и в принципе его достаточно долго хватает. Сила всасывания достаточно большая. При закрытой крышке поликарбонат даже прогибается. Вот. В принципе, мне понравился поликарбонат в качестве защитного материала такого. При работе лазера, ну да, там есть переизлучение, там же снизу у меня вот этот вот лист нержавеющей стали, получается, идут различные переотражения лазерного луча, но вот этот вот поликарбонат их как, ну, блокирует фактически, и можно без защитных очков рядом находиться и вполне себе комфортно. Вот, снизу, как видите, установил вот такой вот светильничек, ну, чисто для декоративных целей, плюс всегда удобнее смотреть, где там сейчас лазерный модуль находится и что он делает. Сделал некое вот такое подобие сотового стола, использовал сетку-рабицу, сетка здесь 5 миллиметров кубики. Какая-то мелочь все-таки, конечно же, проваливается, но что-то побольше оно вот остается на этой сетке, и в принципе ее потом достаточно легко убирать. Все, что там мелочь сваливается, достаточно просто приподнять короб, и вот эта вот вся мелочь опускается туда, и потом также ее пылесосом можно спокойно убрать. Сетка мне это понравилась, плюс сделал вот такой защитный лист, да, чтобы защитить ДСП снизу. Это, по-моему, нержавеющая сталь. И чем мне вот понравилось, сделал вот такую воздушную прослойку, да, получается где-то сантиметра 3, ну, вот от сетки до этого листа сантиметра 3. Чем мне это понравилось? Вот как видите, у меня весь этот лист, он фактически чистый, грязная сама только сетка. Когда вы используете, ну, вот стандартный этот сотовый стол, который идет с лазерными граверами, сотовый стол кладется непосредственно на лист. После работы у вас весь этот лист, он будет весь в смоле, в саже. Тут же у меня фактически лист остается чистый. Какие-то следы есть на самой сетке, а лист остается чистый. И за счет вот достаточно хорошей вентиляции все это вытягивается, и у меня рабочее поле остается чистым. И запах, ну, запах, конечно же, есть, но он не такой сильный, как вот от сотового стола, который был уже непосредственно закопчен вот этими вот смолами. Короб этот передвигается на колесах, в принципе, как и все мои тумбы, мои столы. Уже, наверное, традиция у меня сложилась, я все делаю на колесах. Получается, станок весит сам где-то килограмма 22, плюс вот это вот все количество ДСП утяжелило конструкцию, но за счет колес оно вполне спокойно передвигается. Колеса со стопором можно заблокировать, и все. Получается, если надо вырезать что-то большое, крупное, можно его расположить возле двери. Вот. А если же просто гравировать, могу его передвинуть в другой конец гаража. Тут уже, получается, сделал вот такую вот гибкую вытяжку, вывел ее в вентиляцию. Вот. Но для более серьезных задач у меня есть помощничек. Устанавливаю его в дверной проем, врубаешь на максимум, и гараж выветривается буквально за считанные минуты. И с обратной стороны еще сделал такие дополнительные ножки, чтобы короб можно было установить на пол. Уже успел поработать этим лазером, посмотрел, как справляется моя система дымоудаления.
Вырезал вот такие вот панели, они будут крепиться на стену, а уже потом на эти панели я буду размещать свой инструментарий. Получается 3-миллиметровый МДФ, резал мощность 1000, 80% мощности. За один проход просто прорезает все с первого раза. Итак, вот такой небольшой ролик. Сейчас будет еще вставка, как я делал этот стол. Возможно, вам будет интересно ее посмотреть. Сам обзор еще находится в процессе съемки и появится немножко попозже. Информации по станку достаточно мало. Пару есть англоязычных обзоров, русскоязычных вообще нет. Поэтому свой обзор постараюсь сделать максимально развернутым, подробным и, надеюсь, интересным. Вам спасибо за внимание. Увидимся с вами в новых роликах. До новых встреч. Пока.